Всем привет! В этом видео я хочу ответить на вопрос, почему же я занимаюсь этой темой аутизма последние 12 лет, что меня сюда привело и каков был мой профессиональный путь. Прям кратенько. Первый вопрос, почему я занимаюсь темой аутизма? Потому что в 2007 году я, закончив институт по специальности психолог-преподаватель психологии, пошла работать дельфинотерапевтом в Московский дельфинарий. Что такое дельфинотерапия? Это когда плавает дельфинотерапевт, и рядом с ними особый ребеночек. Или на дельфине, или рядом с дельфином. И мы отрабатываем определенные упражнения с целью выработать некоторые навыки у ребенка с особенностями развития. В этом дельфинарии московском я проработала 1 год. И за это время сталкивалась с детками, у которых были совершенно разные особенности развития. Детки приезжают со всех городов и даже из других стран, и были последствия психологической травмы у детей, были последствия физической травмы у детей, например, детки после пожаров, после наводнений приезжали. Были детки с совершенно различной генетической патологией, и были детки с аутизмом. Понятно, что все дети замечательные, с каждым из них у нас складывался контакт, но больше всего меня интриговали дети с аутизмом. На тот момент я очень мало что знала про аутизм, и меня интриговало их стереотипное поведение. У нас был мальчик, вот я помню, лет 6 ему было, он сидел на маме, отказывался спускаться, он раскачивался, тряс ручками, произносил один и тот же монотонный звук и не смотрел в глаза, не вступал ни в какую коммуникацию. То есть обычные методы, которые работали с другими детьми, ты показываешь игрушки, ты показываешь фломастеры, кисточки, да, на что-то ребенок идет. Этот ребенок отказывался слезать с мамы на протяжении нескольких занятий. И у меня был большой вопрос, почему, что происходит, что у него в голове, почему он так себя ведет. Ответ на этот вопрос я получила позднее, когда спустя год устроилась работать в крупнейший реабилитационный центр города Москвы, наш «Солнечный мир», который как раз-таки специализируется на помощи детям с аутизмом. Там я пошла работать изначально в отделении иппотерапии. Иппотерапевт – это человек, который занимается с ребенком на лошади непосредственно, отрабатывает навыки на координацию, когнитивные навыки, но все это посредством лошади. Соответственно, я закончила профильные курсы в Национальной Федерации лечебной верховой езды, так это называется. И несколько лет я работала иппотерапевтом под началом замечательного специалиста Веры Еланской. Она была суперпрофессионалом, она горела иппотерапией, обожала детей. Затем руководитель центра «Наш солнечный мир» Игорь Шпицберг разработал свой метод сенсорной коррекции, соматосенсорная терапия. Игорь очень харизматичный человек, который обожает детей и помогает им от всей души. Я была очарована его методом коррекции, пошла к нему в ученики и, проучившись достаточно долгое время, начала сама давать занятия соматосенсорной терапии. Этим я также занималась несколько лет. Затем у меня случилось эмоциональное выгорание, когда мне казалось, что у меня больше нет сил продолжать работу, мне нужно сделать перерыв или уйти вообще в другую область. Мне казалось, что результаты недостаточно быстрые в коррекции и так далее. И у меня была такая тяжелая полоса в жизни, и я собралась увольняться. Написала заявление о том, что я увольняюсь. И в тот же день приехала Юлия Эрц, известный израильский поведенческий специалист, со своей лекцией первой на тему, по-моему, карточки ПЕКС. И я просто я написала заявление, что увольняюсь, и решила в последний момент пойти. Думаю, ну, господи, что я теряю, пойду послушаю. И послушав ее лекцию, увидев ее тренинг,
у меня было ощущение волшебства, потому что на моих глазах неговорящий ребенок вдруг начал подавать карточки ПЕКС, где были нарисованы его желания, карточка СОК, карточка сушки. Да, ребенок начал при нас это делать. То есть еще 10 минут назад он этого не умел, он не умел просить, а здесь он умеет. И я тут же пошла к директору, договорились, что я продолжаю работать и продолжаю учиться у Юлии Эрц. Таким образом, я закончила 4 модуля, это заняло несколько лет. Я постоянно практиковалась и получала постоянные консультации, супервизию Юлии Эрц. Юлия Эрц суперпрофессионал, она разбирается в поведенческом методе коррекции аутизма от А до Я, и она настолько легко преподносит информацию, настолько понятна, что для меня это был просто как источник воды в пустыне. То есть я была абсолютно очарована этим методом и до сих пор остаюсь очарована этим методом, потому что настолько научного метода, эффективного метода больше не существует на данный момент. И работа вся идет через поощрение, через приятные стимулы для ребенка. Вот. Таким образом, можно сделать коротенький вывод, что первое, что меня привлекло в тему аутизма, это, собственно, сами детки с аутизмом. Они вызывали у меня очень много вопросов, и мне очень хотелось разгадать загадку, почему они так себя ведут, почему они так коммуницируют. И второй момент. Так счастливо сложилась моя профессиональная жизнь, что я сталкивалась с суперпрофессионалами, которые были очарованы этим делом, которые горели своим делом. Большое счастье, что я встретилась в своей жизни с этими людьми. Сейчас в своей работе я, безусловно, использую поведенческие принципы ABA-терапии. Конечно же, я это использую. Моя работа строится сейчас из нескольких секторов. Первое, я работаю как психолог с людьми, у которых есть высокофункциональный аутизм и синдром Аспергера. Второе, я работаю как куратор с терапистами, которым нужны кураторские встречи, которым нужно помогать писать программы или которым нужно составлять поведенческие планы и которым нужна обратная связь по их работе. И третья часть, я работаю как театральный терапевт. Я делаю театральную терапию для людей, у которых есть сложности с коммуникацией. Вот 3 основных направления, которыми я сейчас занимаюсь. Если у вас остались еще какие-то вопросы, можете их смело задавать в комментарии, я с радостью отвечу. На этом видео заканчивается, оно получилось небольшим, но мне кажется, я все осветила. Будьте, пожалуйста, здоровы, всем удачи, до новых встреч. Пока!